Друзья, всем привет! Наконец созрел для этого видеоролика, а именно я вам сегодня расскажу, что такое регион в оболочке MIUI, HyperOS, для чего он нужен и вообще какова его роль на сегодняшний день. Потому присаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. Что же, как вы, наверное, знаете, за последнее время тематика региона очень сильно, так скажем, активизировалась. Кто-то топит за то, что смена региона позволит вам избавиться от рекламы, кто-то топит наоборот за то, что смена региона позволит вам улучшить звук, кто-то рассказывает, что, допустим, смена региона поможет вам открыть некие такие дополнительные возможности кастомизации, ну а кто-то вообще рассказывает, что это прям вообще ничего такого для системы не несет и просто он нужен, как обычно, такая настройка. Но вообще, в принципе, мое мнение по данному вопросу. Первое, что на количество рекламы регион не влияет, ну и в принципе, неправильно считать, что поменяв лишь одну настройку, вы избавитесь в принципе от рекламы. Касательно второго момента, звук, да, регион может улучшать. Третий момент, что действительно регион нынче влияет на получение нового обновления. Но давайте обо всем по порядку. Вообще, где можно найти этот самый регион в разделе «Расширенные настройки» и, соответственно, раздел «Регион». Я больше чем уверен, что большая часть пользователей ставит регион по умолчанию именно ту страну, в которой он проживает. Ну, в принципе, это и логично. Но вот, допустим, у меня Xiaomi 14, я являюсь тестером, у меня стоит регион Украина, и для этого региона обновление первоочередно не пришло. И мне потребовалось поменять регион на Малайзию или же на Марокко, я честно уже не помню, скорее всего на Малайзию я менял, и потом только после этого обновление пришло. И как потом после этого не говорить, что действительно регион влияет на получение обновлений? Вообще, в принципе, многие пользователи столкнулись с такой проблемой, как неполучение обновления. И я в комментариях советую пробовать менять именно эти самые регионы по списку и после чего сразу же проверять наличие обновления. Но в комментариях многие продолжают спорить, какой же в принципе регион выбрать, чтобы он вас устраивал. Мое личное и субъективное мнение, необходимо выставлять регион Великобритания. Почему именно он? Ну, собственно, как заявляется многими пользователями, что на нем нет рекламы, но опять же я уже свое мнение насчет этого сказал. Далее многие говорят, что на этом регионе быстрее приходит обновление. Также еще на этом регионе, как некоторые пользователи отмечают, еще будет лучше звучание. Ну и в принципе для повседневного его можно использовать. И кстати, я еще видел такой момент, что кто-то рассказывал, что смена региона влияет на автономность смартфона. Мне вообще, в принципе, интересно посмотреть вообще это как и вообще, в принципе, насколько это реально. Но, опять же, мне сдается, что это очень такая информация явно по типу фейка и вброса, потому я не думаю, что этому стоит доверять. Поэтому регион Великобритания, да, весьма интересен в своем моменте, и я вам лично от себя рекомендую его установить. Но те, кто любят свой смартфон Xiaomi, те, кто любят вообще в принципе более так над ним подизвращаться, ставят регион не Великобритания, не регион США, не там еще какой-то, а именно регион Индия. Ведь еще со времен, получается, MIUI, когда она была, многие выставляли Индию. Почему? Потому что там в разделе темы открывались дополнительные разделы, там появлялись некоторые такие приложухи, которые многие пользователи использовали. Имеется в виду приложения, которые эти локальные для конкретного региона. Да, кстати, нюансом всех этих регионов и смен и прыганий между регионами является то, что у нас потом проявляются куча ненужных нам приложений, которые мы стараемся всегда удалить, заморозить, еще что-то. Но опять же, те, кто сталкивается с такой проблемой, делайте щепок по рабочему столу, далее вы их выбираете, после чего вверху есть такая кнопочка, как удалить. И за один клик вы все это дело снесете. Но что еще по регионам и какой в принципе можно для себя выбрать? То есть по Великобритании я вам рассказал, по Индии я также немножко рассказал. Кстати, еще многие отмечают, что для региона Индия также быстрее выходят обновления и громче звук. Да, вообще в принципе, когда еще была MIUI, многие отмечали, что только регион Индия и только для тех, кто любит улучшенное звучание, вернее громкое звучание своего Xiaomi. И в принципе, да, это факт и так оно есть. Еще также многие пользователи в комментариях рекомендуют поставить регион под названием Индонезия. В чем вообще хорош этот индонезийский регион, то есть не путать именно с индонезийской прошивкой, тут также быстрее обновления приходит, громче звучание, в принципе и все. Да, еще важный момент.
Каждая смена региона нам не будет добавлять какой-то стабильности для работы смартфона. То есть вы просто меняете, допустим, условно местоположение, в котором вы бы хотели находиться, вам, соответственно, устанавливаются дополнительные приложения, и после чего вам там будут доступны условно быстрые обновления. То есть на сегодняшний день суть этих регионов заключается лишь только в следующем. И от смены региона не стоит ждать, что ваше устройство как-то иначе будет работать, что реклама полностью пропадет и что вообще в принципе он как-то заработает иначе. Но если подвести итог видеоролика по вот этим всем регионам и мою какую-нибудь такую топ-5, или вообще в принципе мой топ регионов выбрать, я бы, конечно же, выделил бы регион Великобритания, регион США, конечно же, регион Индонезия, регион Индия. Допустим, еще Малайзию можно выделить для того, чтобы было побыстрее там в плане обновлений. Можно еще Марокко выделить, Непал и, конечно же, еще Сингапур. Вот это, наверное, мой топ регионов, которые стоит устанавливать на свое устройство. И то есть, если, допустим, вам не пришла новая прошивка, там HyperOS 1, HyperOS 2, если вы еще там на MIUI 14 условно застряли, вы можете в настройках смартфона с этими регионами поиграться, после каждой смены региона заходить в обновление системы и проверять наличие новой прошивки. Да, метод, конечно, немножечко колхозный, кустарный, но что поделать. То есть, для того, чтобы не разблокировать загрузчик, не пользоваться там услугами компьютера и флеша, мы можем вот таким образом попробовать поиграться и попробовать себе найти обновления. Ну а в комментариях напишите, какой вы регион используете и для каких целей. Громче звучание, быстрее обновления, ну или же еще какие-нибудь задачи, о которых я забыл упомянуть в этом видеоролике. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.